Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен новинке от Ion Motors Blade Z. Почему мы воткнули этот обзор между двумя выпусками по Райну? Да потому что между этими проектами есть кое-что общее, а именно мегамощный и шустрый мотор. Ну что же, давайте все рассмотрим детально. Погнали! Итак, по подвесочке. В стоке у нас идут амортизаторы фирмы EXA. Сзади размер 150, ход 30 мм. Спереди размер 190, ход 50 мм. За счет того, что у нас производитель предусмотрел дополнительную ось крепления задних амортизаторов, то за счет изменения угла и высоты у нас получается возможность поставить более длинный амортизатор с большим ходом. Едем дальше. Колесная база. Здесь у нас не классические решения, это не самокатные покрышки, это от скутера. Внутри у нас камера стоит. Если сравнивать с оснасткой Райна, то в Райне бескамерная установка. Здесь у нас стоит камера. Покрышки 12-дюймовые, 6,5 на 4,5. Если говорить про итальянские покрышки, которые идут на Райн, то есть сликовый вариант, потоньше, это 90 или 100 на 55, 6,5. Есть вот универсальный протектор, это все тоже PMT Италия. И есть самый толстый вариант сликовый, это вот 110 на 55 на 6,5. Соответственно, на резине сликовой вы можете ездить только по городу. Если даже песочек, какой-то маленький песочек вам попадется, опасно, можно улететь. Только для трека, только для хорошего асфальта, для городских нормальных покрытий. Так, камера покрышки, и есть вариант, соответственно, попробовать как эксперимент тоже установить сюда покрышки без камеры. Едем дальше. Мотор. Итак, мотор. То, что объединяет сразу три проекта: Vapid, Ryan и Blade Z. Мотор на Райне у нас идет с дополнительной вентиляцией, соответственно, в него вкачивается больше мощности. Здесь у нас по конфигу номинал чуть больше 2 кВт, и вкачивается сюда в пике по 5 кВт в каждый мотор. Соответственно, в полном приводе у нас получается 10 кВт. В принципе, если здесь добавить какое-то охлаждение, то, я думаю, можно точно так же достигать таких же конфигов путем замены контроллеров. Размер магнитов у нас 65 мм, жирнейшая обмоточка. Выдает он, в принципе, вот при таком конфиге с охлаждением там от 7 до 12 кВт можно в него вкачивать. Здесь мы будем экспериментировать, ну и со временем, я думаю, что-то похожее, в такие же цифры мы выдвинемся. Итак, давайте рассмотрим внутряночку, что у нас там по электрике. По комплектации батареями. Два типа батарей с завода, значит 30 ампер-часов на 72 вольта. И фирменная батарейка LG 35 ампер-часов на 72 вольта. Максимальное напряжение, максимально заряженная батарея 84 вольта. По изоляции, ну, тут все на должном уровне. Таз у нас здесь на лазере вырезан, никаких швов, никаких здесь, скажем так, дырок быть, отверстий не может. Поэтому, соответственно, единственное, что можно сделать, пройтись по шву каким-нибудь изоляционным материалом или резиночку проложить. В целом здесь по гидроизоляции никаких вопросов нету. Здесь у нас заходит проводка внутрь, свет на коннекторе легко, удобно меняется. Контроллеры у нас на 50 ампер на каждое колесо, фирменные контроллеры Blade. Пиковое значение у них даже чуть больше, поэтому, в принципе, и разгоняется он настолько шустро, насколько может. Все аналоги в этом весе будут однозначно далеко сзади. Отдельное внимание нужно уделить подсветке этого электросамоката. Прототипом и всеми вот идеями, которыми зарождались производители Ion Motors, были Vapid и Kurus, настоящие корейцы. Внутри деки установлен контроллер для управления подсветкой.
Очень неудобно, но на всех моделях пока что такая реализация идет. Здесь огромное количество подсветки вдоль корпуса и руля, соответственно, нужен мощный контроллер, чтобы не грелся и все это дело мог через себя проводить. Подсветка у нас здесь полностью по контуру всего самоката. С верхней точки руля до последней нижней точки упора ноги. Давайте посмотрим на эту красоту вместе. Давайте вкратце по функционалу. Все, что у нас здесь на руле расположено, уже практически все это вам знакомо по Blade Limited, более младшему брату. Значит, свет, поворотники, одновременно это у нас аварийка и сигнал. Вольтметр, ключ зажигания, сигнал с лазером, обновленный дисплей и блок эко-турбо и полный привод, задний привод. Так, сразу в базе у нас идет демпфер. Демпфер такой же, как и на младшем брате 10-дюймовом Blade Limited. Здесь у нас 15 регулировок. Ощущение реально складывается, что это лишнее, потому что он отлично стабилизирует сам по себе. Широкие покрышки, еще надо его завалить, постараться. То есть есть ограничения при повороте из-за демпфера, а функциональность он практически не добавляет, разве что эстетику. Ну, то есть, кому не нужен будет, легко можете снимать и не заморачиваться. Так, клиренс где-то в районе 20-очки получается. Видите, да, у нас 20. Сзади также идет такой стильный фрезерный упор для ноги с поворотниками. Если одновременно нажать, у нас будет здесь аварийка, соответственно, они на мягких кронштейнах. Ногой заденете, ничего не отломится. Складной механизм сделан целиком и полностью, так же, как на продукции Veped. Ведь совместно именно с этой компанией создавался Blade Z. Разложили, сложили. Итак, в этом выпуске мы прошли с вами полностью теорию, из чего это все состоит и как выглядит, как работает. Замеры, драг-рейсинг, все тест-драйвы и прочее мы будем с вами производить в следующем выпуске, поэтому обязательно пишите, какие мысли, с чем ставить этот самокат, на какую дистанцию, в общем говоря, что с чем сравнить, в каком режиме. Также в дальнейшем вас ждет выпуск по полному тюнингу и рестайлингу этого самоката. Поставим на него немецкие тормоза, расточим рычаги, итальянскую оптику, в общем много-много всего. Ждем пальцы вверх, жирную дискуссию и до новых встреч. Пока!